Дорогие друзья, я приветствую вас из вечно счастливой, перманентно хмурой Финляндии. Только я успела в предыдущем видео рассказать, как Брюссель шлифует новый пакт о миграции и депортации, предвкушая, как ЕС изящно выпроваживает незваных гостей за порог, Мадрид устроил демарш. Испания официально сказала «нет» ускоренной депортации. Единственная против. Прекрасная, горячая, слегка пьяная и, судя по всему, окончательно полевевшая Испания продолжает свой затяжной дрифт в сторону социалистического утопизма. Пока остальные страны Евросоюза в панике строят крепость Европа, обнося границы колючей проволокой и сложными биометрическими сканерами, премьер-министр Испании Педро Санчес широким жестом приглашает нелегалов к шикарному шведскому столу. Почему это решение не какая-то локальная инициатива, а политический скандал, который эхом отзовется даже в тундре Лапландии? Узнаем мнение министра МВД Финляндии Мари Рантанен и разберемся, кто здесь настоящий гуманист, а кто трезвый политик и государственник. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Перейдем к фактам. Новый регламент ЕС – это попытка реанимировать труп с треском провалившейся миграционной политики. Сейчас ЕС покидает лишь каждый пятый из получивших решение о депортации. Брюссель предлагает: давайте ускоримся, будем делать это быстро, жестко и желательно в лагерях за пределами Европы. И тут выходит Мадрид в белом пальто. Пока все поднимают руки «за», Испания голосует «против». Почему? Официальная версия – мы за гуманность и права человека. Неофициальная – в Испании исполняется менее 10% решений о депортации. 10%! Карл! Это даже не провал, это статистика на грани статистической погрешности. Мадрид просто не хочет подписываться под тем, чего он физически не может и, честно говоря, не хочет делать. Зачем тратить миллионы евро на самолеты для депортации, если можно просто представить, что эти люди не проблема, а ресурс? Испания решила легализовать свое бессилие, выдав его за высшую форму сострадания. Это классический политический маневр. Если не можешь победить хаос, возглавь его и назови это прогрессивной реформой. А теперь давайте перенесемся на север, в наши северные пустоши. Как на этот южный карнавал смотрит Хельсинки? Что об этом говорит министр МВД Финляндии Мари Рантанен? The Spanish government recently regularizing 500,000 migrants in Spain who are there irregularly. What do you, as the migration minister for Finland, make of those policies? Well, I wouldn't ever suggest the acts like that. And the other thing is that when we are having the same area, the Schengen area, the Team Europe, as people is talking about, then I think there is high risk if some countries is doing basically really opposite than the other countries, because now, for example, those people are very easily to go to another countries. So I think that we need to all feel the responsibility of our common area, and it comes to migration as well. Разумеется, когда одна страна делает ровно противоположное тому, что пытаются построить остальные, страдает все безвизовое пространство. Финские медиа даже не пытаются скрыть скепсиса. Для Финляндии, которая сейчас буквально бьется за каждый сантиметр контроля на своих границах, испанская идея легализовать 500 000 человек вызывает тихий ужас. 500 000 – это официальная цифра, которую власти Испании подают как контролируемую. Но мы же с вами взрослые люди. Испанские профсоюзы в кулуарах намекают, реальное число тех, кто выйдет из тени, может быть в 2 раза выше. Это уже 1 000 000 человек. А теперь добавим к этому снежный ком воссоединения семей. В новом регламенте ЕС этого года есть лазейка. Легализованный мигрант получает право привести родственников по
упрощенной схеме. По оценкам экспертов, за каждым новым испанцем, так сказать, через год-другой потянутся жены, дети, кузены, папы, мамы, дедушки, бабушки. И вот вам математика. Минимум 1,5 миллиона новых резидентов в краткосрочной перспективе. Для справки, это более четверти населения всей Финляндии. Только представьте эту картину. Вы всей семьей пытаетесь вычерпать воду из тонущей европейской лодки, выбиваетесь из сил, а ваш сосед по корме в это время берет кувалду и с энтузиазмом пробивает в дне новую дыру, приговаривая: так вода будет циркулировать естественнее. И главный вопрос, который задают аналитики в Хельсинки и Берлине: что мешает мигранту, получившему заветную карточку ВНЖ в солнечной Испании, завтра купить билет на дешевый лоукостер и приземлиться где-нибудь в аэропорту Брюсселя, Ванты или Дюссельдорфа? Ничего. Это и есть тот самый эффект пылесоса. Испания засасывает миграционный поток со всего мира, обещая legalize, а последствия этого всасывания разлетаются мелкой пылью по всей шенгенской зоне. Но на самом деле политики боятся не столько того, что эти люди поедут за северными пособиями. Главный страх – это превращение Европы в проходной двор. Когда мигрант в Африке или на Ближнем Востоке видит, что Испания легализует 500 000 человек за раз, он получает четкий сигнал: пробивайся в ЕС любым путем. Переплыви море на матрасе, перелезь через забор, и через пару лет твоя жизнь удалась. Ты станешь легальным жителем Евросоюза. Это обнуляет всю работу Финляндии по укреплению границы с Россией. Зачем строить заборы здесь, если черный ход в Испании всегда открыт? Мурзик, ставь лайк. Вот так, молодец. Но давайте поднимем планку обсуждения еще выше, в сферу большой геополитики. Испанский эксперимент по легализации проходит не в вакууме. Сейчас апрель 2026 года. И сегодня заголовки газет кричат об одном – о войне в Иране. Конфликт, который начался в феврале, уже перерос в полномасштабное столкновение, парализовавшее Ормузский пролив и взорвавшее весь Ближний Восток. Что это значит для Европы? Любая волна там – это цунами миграции здесь. Миллионы людей, которые могут сорваться с места в любой момент, спасаясь от ракетных ударов и разрушенной инфраструктуры. И куда они направятся? Правильно, в Европу. Ведь Мадрид фактически вешает на дверях ЕС неоновую вывеску: «Добро пожаловать в Европу, все желающие». Давайте послушаем, что министр Мари Рантинен говорит о рисках больших миграционных потоков с Ближнего Востока. Let me start with the escalating conflict that's gripping the Middle East. The UN is warning that if this continues to escalate, we could see more displacement. Should EU ministers like yourself start preparing? Well, obviously the situation is serious at the moment, and we really don't know how far this is escalating. It's quite early to estimate what kind of effects this can have to Europe in short and also the long term. But of course, I think that Europe needs to look this situation very carefully and also prepare for different kind of scenarios. Is Europe today equipped or prepared to deal with more migration pressures? Well, at the moment we don't see large movements, and basically usually when this kind of things happens, it's the nearest border that people are crossing. If we in Europe are able to manage our asylum system for those who need protection instead of those who are seeking better life, it's of course more sustainable. And in terms of Finland and its internal security, do you detect any imminent threats, the threat of Iranian sleeper cells and so on? Well, I think this is the question that is on the whole Europe, because of course these kind of conflicts can
can have result that that the other people in Europe are trying to make violent movements as well. So this is something that our security and intelligence are looking very carefully at the moment. Okay, I want to move on and look at the EU's migration policy. Now there's a big emphasis on facilitating the return of migrants who do not have the right to stay in Europe. Yet on Tuesday, after a meeting about the situation in the Middle East, a European Commissioner for the Mediterranean, Dubravka Šuica, she said that the EU is now developing partnerships with Syria, Lebanon and Jordan to ensure conditions for voluntary and safe returns to those countries. Was this bad timing from the Commissioner saying this about Lebanon, for example, while there's an active war affecting the country? We have failed with returns as a Europe. If we look those who have a return order, only 20-25% is leaving from Europe. So it means that every year we are having more and more people who are staying illegally. So we need to do something, and I'm very glad that Commission have made a very, I would say, quick movements on this. For example, this return regulation is now on EP, and we also hope that this will come out very fast, so we can have new tools. For example, this return hubs in outside the EU. Of course, because this is one of the things that the Commission has approved now. Is that something Finland is looking into, setting up return hubs in other third countries? Well, actually, Finland is doing strict policies, and we have made a change of paradigm of the migration policies, and we are looking for very much new tools for the returns as well. So I think that all of these regulations, safe countries of origin, and this return regulation will be very good. You said you're looking into new tools. Does that mean you're in discussions with other countries outside Europe for return hubs? We need to have this regulation, of course, first. But yes, we are very much interested that option too. And what do you make of the criticism of this plan? Some people would say, well, people who come to Finland and other European countries in search of a better life are then sent to a country they might have no link to, no family connections to a camp, essentially. Isn't that inhumane? I don't think it's inhumane because there is an option. There is always option to go back to your country of origin. Where did you came from? And the other thing is that asylum system wasn't created for seeking better life. It was for the protection. And if we are filling this basket with another reasons, then we are in trouble. It's not sustainable. Так почему Испания вдруг пошла на такой шаг? Неужели от большой христианской любви? Давайте отложим томик стихов Лорки и возьмем калькулятор. Министр миграции Испании Эль Масаис прямо говорит: нам нужны 250-300 тысяч новых налогоплательщиков в год, чтобы наша пенсионная система не превратилась в прах. Испании нужны рабочие руки, чтобы собирать апельсины и менять белье в отелях. Мадрид просто решил легализовать теневой рынок труда. Это не благотворительность, это бизнес. Позвольте, а в чем же выгода? Мы едим дешевые фрукты и овощи из Испании, потому что там за гроши горбатятся нелегалы на плантациях. У меня есть видео на эту тему. Кто не видел, смотрите по ссылке в описании. Если нелегалов легализовать, то придется соблюдать трудовое законодательство, а это уже совсем другая цена наемного труда. На первый взгляд кажется, что капиталисту выгоднее держать бесправного работника-нелегала и платить ему черным налом. Но когда мы переходим с уровня одного фермера на уровень целого государства, арифметика меняется. Мадрид решил, что белый мигрант лучше черного. Во-первых, налоги и социальные взносы. Нелегал не платит налогов, вообще не платит. Он получает 500 евро на руки, и эти деньги никак не участвуют в пополнении испанского бюджета.
После легализации работодатель обязан платить социальные взносы. По оценкам той же самой Эльмы Саис, каждый легализованный мигрант приносит в казну около 3,5-4 тысяч евро в год. Умножаем это на 500 000 человек и получаем миллиарды евро, которые пойдут на выплаты пенсии испанцам. Испания быстро стареет, и ей катастрофически нужны свежие деньги в пенсионном фонде. Во-вторых, парадокс, но легализация защищает местных испанских трудящихся. Пока есть армия нелегалов, готовых вкалывать за копейки, зарплаты в сельском хозяйстве или клининге не растут. Ну зачем платить минималку Мануэлю, если есть бесправный нелегал Ахмед? Когда же Ахмед получает документы, он требует соблюдения Трудового кодекса и перестает быть дешевым конкурентом. Условия выравниваются, и рынок труда перестает быть диким Западом. В-третьих, экономика на безопасности и медицины. Нелегал – это человек-невидимка. Он не застрахован. Но если он заболеет или попадет в аварию, не дай бог, конечно, его все равно привезут в государственную больницу. Платить за это будет бюджет. Легализованный работник платит страховку сам. Кроме того, полиция тратит огромные ресурсы на контроль и рейды по теневым точкам, а легализация переводит этих людей из категории «проблема для полиции» в категорию «клиент налоговый». В-четвертых, рост потребления. Нелегал прячет деньги под матрас или отправляет их домой через сомнительные конторы. Человек с ВНЖ берет кредиты, покупает машины, снимает жилье официально и тратит деньги внутри испанской экономики, возвращая часть через НДС. Но если вы думаете, что Педро Санчес так печется только о дырах в бюджете и о трудящихся, то вы плохо знаете испанских социалистов. В этой партии работают люди, которые видят политику на 3 хода вперед. Посмотрим на демографию. В Испании уже сейчас проживает около 2,5 миллионов мусульман. Это 5% населения. И эта цифра растет быстрее, чем цены на хамон. А теперь добавим сюда 500 тысяч новоиспеченных легальных жителей, которые через несколько лет неизбежно потянутся за испанскими паспортами. Понимаете ход мысли? Санчес не просто легализует трудящихся, он выращивает своего избирателя. Представляете, вы приехали из Марокко, жили в тени, боялись каждого полицейского, и тут добрый дядя Педро Санчес из социалистической партии дает вам документы, право на работу и бесплатную медицину. За кого вы проголосуете на следующих выборах, когда получите гражданство? Ответ очевиден. Для социалистов это гениальный электоральный маневр. Пока консерваторы из Народной партии и правые из ВОКС кричат о защите традиций, Санчес строит новую Испанию, где его власть будет опираться на голоса тех, кому он лично открыл дверь в Европу. Это инвестиция в лояльность, за которую придется платить всей шенгенской зоне. Финляндия в этом плане полная противоположность. У нас даже за мелкое нарушение мигрант может получить проблемы с продлением ВНЖ. В Хельсинки голос избирателя – это привилегия, которую нужно заслужить годами безупречного поведения. В Мадриде же, похоже, решили, что голос нового гражданина – это просто товар, который можно купить за карточку резидента. С точки зрения финского менталитета действия Испании выглядят как полная капитуляция. В Финляндии суровая протестантская логика. Нарушил закон – извольте уехать. В Испании логика южная, гибкая. Если мы не можем их выгнать, а мы помним про 10% эффективности, давайте хотя бы заставим платить их за наш обед. В итоге мы имеем классический европейский шпагат. С одной стороны, суровый север и центр, требующие дисциплины. С другой – прагматичный юг, который играет по собственным правилам. Испания пошла на риск, фактически изолировав себя в Совете ЕС. Станет ли это началом конца Шенгена в том виде, к которому мы привыкли? Посмотрим. Но одно точно. Когда одни строят стены, а другие парадные входы, вся концепция Большого Европейского дома начинает сильно шататься. Ну и на пасашок послушаем, что Мария Рантанен говорит о безопасности на восточной границе. At the moment, that right to seek asylum is suspended, has been, I believe, since 2023, if I'm not mistaken, please do correct me. Is that the new normal for Finland now that, people cannot come to your country and seek asylum? That is not true.
people can come to our country and seek asylum. But the suspension of the right to asylum in relation to what is happening on the border with Russia, that is, as you mentioned, changing the paradigm. What is happening now in our eastern border is that we have closed all the border crossing points. And we have made this border security law under the certain circumstances which are very high. If we activate it, then the border guards have a right to prevent people to enter to Finnish territory, or if they enter, we will check if they are vulnerable or in immediate life danger in that country where they enter to Finland. If not, then we will return them back. And in terms of the other threats coming from that border, reports of military build-up on the other side of the Finnish-Russian border. How concerned are you about that today and the threats to Finnish security and stability? Well, I think that it seems like Russian side is building on their side. As long as they say stay on their side, we are happy. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока.